Чем жарче день, тем сладостней в бару дышать сухим, смолистым ароматом. И весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет, песок, как шелк. Прильну к сосне корявой и чувствую, мне только 10 лет, а ствол гигант, тяжелый, величавый. Кора груба, морщиниста, красна, но так тепла, так солнцем вся прогрета. И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного света. Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я расскажу вам про лето. Это последнее видео из серии «Русские сезоны». Вы уже смотрели видео про зиму, про осень, про весну, и вот сегодня расскажу вам про русское лето. Если вам нравятся эти видео, и вы смотрите уже их не первый раз, то подумайте о том, чтобы поддержать мой канал, перейдя на Buy Me a Coffee. Там вы можете купить мне чашечку кофе, или 2, или 3, и за это я отблагодарю вас лично в видеоформате. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, когда же начинается русское лето? Начинается оно обычно в конце мая или в начале июня. Конечно, зависит от года. Бывает год очень жаркий, и лето приходит рано. Бывает год очень холодный, и лето приходит поздно. Но самое классное, что обычно днем может быть тепло или даже немножко жарко, а ночью будет прохладно и свежо. Не то, что у нас во Вьетнаме. В июне уже обычно заканчивается школа, заканчивается университет, все выпустились, и такая в городе стоит атмосфера свободы. Люди начинают брать отпуска, ездят куда-то вместе с детьми, весь город цветет и дышит. У всех отличное настроение. Также июнь — это месяц фестивалей, когда проходит много музыкальных фестивалей под открытым небом, проходят кинотеатры под открытым небом. А также в Иркутске у нас проходит День города 4 июня. Люди ездят на пикники. Также я в это время любил ездить на скалы. Я занимаюсь скалолазанием, и это отличное время, когда можно начать не только в спортзале, а на реальных скалах. И, конечно же, начинается дачный сезон. Люди ездят на дачу, люди начинают садить картошку, что может быть не очень приятно для кого-то, но сейчас, вспоминая это время, я думаю, это было классное время, потому что мы все были вместе с моей семьей. А также в июне, в середине или в конце июня зреет одна из моих самых любимых ягод. Называется жимолость. Она сладкая, но может быть с легкой горчинкой. Однако у нее такой неповторимый вкус. Я ее обожаю. Но не все так прекрасно в июне. Например, в Иркутске у нас очень много тополей было посажено в советские времена. И в каждом июне начинал цвести тополь. А это значит, по всему городу начинали летать эти воздушные хлопья. И, казалось бы, выглядит очень весело, но это большая проблема для тех, у кого есть проблемы с дыхательной системой, потому что ты начинаешь задыхаться, начинаешь чихать, и у меня были такие проблемы. А кроме того, если вы хотите поехать в лес, нужно быть особенно аккуратным, потому что в начале июня это сезон клещей. Клещи — это маленькие животные, которые пьют кровь. Если бы они только пили кровь, это не была бы большая проблема, однако они переносят смертельно опасные заболевания, такие как энцефалит или болезнь Лайма. В июле может быть очень жарко, температура может подниматься до 33-35 градусов, но, конечно, это только на солнце, в тени это не так жарко, а также не так влажно. Поэтому люди начинают ездить на речки, на озера,
Они еще не очень теплые, но уже можно потихонечку купаться. Также в это время люди ездят в походы, отдыхают в лесу с палатками, а также дети ездят в летние лагеря. Иногда бывает одна неделя холодная, дождливая, но обычно июль довольно жаркий. В июле бывает скучно в городах, потому что все уехали и абсолютно нечего делать, а также нет кондиционеров. Поэтому лучше тоже уезжать из города на дачу. А на даче уже зреет клубника, а также огурцы, помидоры, очень много зелени, в общем, класс. И, конечно же, в июле мы ездим окучивать картошку. Опять же, всей семьей. В августе все ездят на Байкал. У нас в Сибири это любимое дело. Всей семьей мы собираемся, садимся в машину и поехали. На Байкале мы спим в палатках, мы купаемся в Байкале. Он, конечно, холодный, но уже не такой холодный, как в июне или в июле, и можно хорошо проводить время. Однако, некоторые люди не купаются в августе, потому что есть поверье, что 2 августа на Ильин день в воду написал черт. Поэтому говорят, что после этого нельзя купаться. Мне нравится эта история, но я продолжаю купаться именно там. Во второй половине августа уже потихонечку заканчивается лето и начинает приходить осень. То есть бывает очень много дождей, уже начинает быть не так холодно, начинает потихонечку становиться прохладнее и прохладнее. Это время у меня вызывает такие смешанные чувства, потому что, с одной стороны, ты чувствуешь немножко горько и грустно, что лето уже проходит, лето заканчивается. Но с другой стороны, ты чувствуешь, что в город возвращается жизнь, и начинается пора фестивалей, пора концертов, пора выставок и тому подобное. Ну и, конечно же, на даче потихонечку заканчивается дачный сезон, хотя на самом деле он заканчивается в сентябре, но вот в августе, можно сказать, он подходит к концу, собирает уже все перцы, баклажаны, кабачки, очень много кабачков, на самом деле все лето. Все всегда хотят давать друг другу кабачки. Это такой есть мем. А также уже созрела малина и потихонечку дозревает облепиха. Моя другая любимая ягода. Ну что, друзья, это все на сегодня. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Надеюсь, вам понравился мой цикл про сезоны. И скажите мне, а как проходит лето в вашей стране? Что вы делаете летом? Это тепло? Это холодно? Вам нравится лето или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях и поделитесь с нами. И, конечно же, перед тем, как мы закончим, по традиции хотел бы сказать большое спасибо всем моим патронам. Без них я бы не смог сделать эти видео. Спасибо вам, друзья. А особенно спасибо таким гиперпатронам, как Джош, Джефф, Бирк, Лиз и Джоэл. Спасибо вам большое, друзья. Благодарен вам. Если вы также хотите поддержать мой канал, вы знаете, что сделать. До скорого, друзья. Хорошего вам лета. Отдыхайте и пока-пока.